Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Покажу карту боевых действий на сегодняшний день, зачитаю последнюю сводку новостей. Ну, начнем с Бахмута и Донецка. Вот здесь описание, что какая ситуация, и карта такая не очень подробная, но сейчас я вам доложу, что здесь пишут. Окраины Донецка и Бахмута – это единственный участок фронта, где россияне ведут наступательные действия. Причем за последнее время никуда не передвинулись. Так, сейчас посмотрим. Ну вот, Бахмут многострадальный. И вот здесь еще в районе Угледара, вот здесь идут бои тоже, в районе Донецка, вот по этой линии. Так, продвижений пока никаких нет. Тяжелее всего бойцам сил обороны на восточных окраинах Бахмута и Солидара. Враг пытается протиснуться в Авдеевку, а также продолжает штурмовать КПП Майорска, о взятии которого заявил еще на прошлой неделе. Наиболее успехи сейчас армия РФ имеет на восточных окраинах Донецка, в частности в Опытном и северной части Марьинки. Ну вот здесь показана такая примитивная карта, идут бои. Вот, в этом районе, как бы сказать, ну, особенных продвижений нет, я сам вижу, потому что пытается, да, в направлении Солидара наступать сюда, в направлении Северское, пока что-то, когда синим-красным загорается вот таким, значит, там уже в городе шли бои. Но пока все, эта линия, как она стоит, так она и стоит. Особенных продвижений нет. Так, в то же время возле Угледара их план стремительно прорвать украинскую оборону и выйти на Кураховское направление с треском провалился. Несмотря на то, что ВСУ вышли из южной части Павловки, враг так и не сумел закрепиться в ней, поскольку его уничтожает артиллерия. В общем, это многострадальная Павловка, сейчас я покажу. Во, Угледар и Павловка, вот здесь бои еще идут. Она уже, наверное, раза 3 переходила из рук в руки и не так конкретно. В общем, людей положили с той и с другой стороны, и даже в городе шли бои. Ну вот такая ситуация, что пока ничего там, результатов нет. Так, впрочем, оккупанты не оставляют свои идеи развить наступление на Курахово, а потому проверяет на прочность все участки фронта от Павловки до Большой Новоселки. Особенно жарко сейчас в Золотой Ниве и Пречистовке. ВСУ достали врага чувствительными точными ударами. Так, например, последний раз в Макеевке, где сожгли подвижной состав цистерн с топливом. И вот здесь карта такая, где идут еще бои. Вот, по всей этой линии соприкосновения. Так, сейчас посмотрим. Ну, практически вот здесь, да. Великая Новоселка, вот сейчас тут еще, да, горит. В районе Угледара горят огоньки. И Авдеевки горят огоньки. Все правильно. Так, ну и вот сейчас на Луганщине, Сватово. Так, инициатива перешла к украинским военным, которые увеличили усилия и перерезают трассу Сватово-Кременная. Враг не совершает никаких масштабных атак, а только готовит линию обороны. ВСУ ведут наступление на Сватово к северу, штурмуя Куземовку. Ну, вот это многострадальное Сватово, пытается с севера как бы штурмовать. Ну, сейчас многие говорят, что уже все гражданское население Сватово вывезли в Старобельск. Уже все, там как бы, не знаю, говорят, готовят к сдаче, да. Так, и вот что пишут. ВСУ ведут наступление на Сватово с севера, медленно, но уверенно продвигается вперед. После объявления об эвакуации гражданского населения из Кременной, Рубежного и Северодонецка создается впечатление, что враг не планирует насмерть стоять за эти населенные пункты. Интересная информация. Значит, сейчас из этих городов вот уже эвакуируют в Луганск, по идее. Значит, уже, наверное, будет сдача этих городов по всей этой линии. Сватово, Кременная, вот тут Новодружеск. Такая информация. Так, и вот как раз, да, здесь показано Сватово. Видите, уже линия фронта продвигается, как бы выдавливание идет, да. Вот Херсонщина, сейчас интересная ситуация. Видите, показаны красными такие взрывы. Это все артиллерия ВСУ обстреливает склады армии РФ. Вы понимаете, сначала армия РФ вырыла окопы здесь, у самого берега Днепра. Потом ВСУ всех расстреляли, они стали уходить вглубь. И вот если так посмотреть по карте, сейчас вся линия обороны вот так где-то
Чаплинка, вот по этой линии они строят эшелонированную оборону, а ВСУ в это время громит их склады, как бы, вот написано красными точками, это видно как раз Хаймерсы, эти артиллерия дальнобойная. В Херсоне объявлена эвакуация. Как ожидалось, оккупанты начали беспрестанно расстреливать город с другого берега Днепра. Но чувствуется, что здесь артиллерия сил обороны имеет существенное преимущество в точности. Украинские войска разгромили военные склады и били по скоплению врага в Олежках, Горностаевске, Каховке, Голой пристани. В общем, вся эта линия, я понял где-то сейчас, извиняюсь. Вот она, Олежки, Новая Каховка, вот здесь Каховка. В общем, по этой линии все разбито уже. И армия РФ пытается как бы передислоцироваться и свои вот оборонительные рубежи строить подальше. Все правильно, да. И вот, все было разбито в этих, где я вам показал, Михайловке и Ускадовска. Так, особенно интересно действие ВСУ на Кимбурной косе. Да, сейчас пока там ничего, информацию не сообщают, но там Хаймерсы выкосили ряд опорных пунктов захватчиков. Так, вот это Кимбурная коса, и здесь Хаймерсы вычищают, как бы, там есть склады с боеприпасами, все это армия РФ готовилась к обороне, сейчас все там идет зачистка. В общем, вот такие новости. Так, ВСУ разбили 24-ю бригаду ГРУ России. Вот тут есть информация. Там как бы эти погибшие российские солдаты, их оплакивают, зачитывают, что они погибли героически. В России показали ролик с именами 78 погибших из элитной 24-й бригады ГРУ. Все 78 фамилий высветились на экране торжественно под песни. В день, ну, оплакивали, как вспоминали. Действительно, у матерей и жен есть повод для песен и празднования, пишет издание. Россия признана погибших. Ну, она признала, что да, погибли 78 этих штурмовой бригады ГРУ. И вот, сейчас они типа могут получить компенсации и по белой ладе гранте, типа. Ну и да, и вот такая информация, что много гибнут, там неважно, десантники, ГРУ, спецназ. В общем, вот, 78 человек погибло. Так, и вот последние потери сейчас, 310, да, уменьшились потери армии РФ, 85 720 где-то. Ну, раньше были по 700, 800, по 400, сейчас уже 300. Танков плюс 1, 2898, БТР БМП плюс 7. Вертолет один сбили, беспилотники, так, смотрим, плюс 10, опять шахеды прилетели эти, 1547, опять, видно, закупили сейчас у Ирана и беспилотников, и вот опять начали сбивать, вот вся эта информация здесь. Еще такая интересная информация про Путина, сейчас я вам сообщу. Видео с Путиным подогрело слухи о его серьезной болезни. Вот Путин выглядит болезненно. Глава Кремля схватился за стул и дергал ногами. Уже заметили, что-то с ним не то происходит. Появившееся 24 ноября видео, на котором Путин левой рукой схватился за подлокотник кресла и странно дергал ногами, подогрело слухи о его тяжелом состоянии здоровья. Об этом заявил британский таблоид Daily Mail. В общем, вот Путин встречался с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, выглядел неуверенно и неуравновешенно. Вот он вечно как-то рукой вцепившись, как-то ему что-то или ноги, или паралич какой-то. Видите, рука как у него скорченная, рука вторая вообще согнутая, как парализованная. Что-то с ним нехорошее, я скажу. Я не заметил, многие заметили, здоровье Путина что-то очень ухудшилось. Владимир Путин снова запечатлен с крепко сжимающий стул и шаркающей ногой. Он, да, шаркает ногой. На фоне непрекращающегося слуха о здоровье российского президента. Он как-то заметили, что неуклюже сидит в кресле. Как-то он весь какой-то ногами шевелит, руками у него как-то руки сами по себе. Так, у Путина одутловатое лицо. Да, и вот сейчас что тут еще пишут. Лидер выглядел трясущимся и неустойчивым, когда он держится за стол и шаркает ногами. В общем, вот Путин показан тоже цветы склонял 4 ноября, то есть возлагал цветы и склонял ногу. И при этом видно было, что он хромает. Видите, он как-то такой весь, как-то как парализованный.
В общем, напишут, что он болен, типа раком, что-то такое, пошла информация. Министерство обороны заявили, Кирилл Буданов, что Путин болен раком, а также имеет несколько тяжелых болезней. Но по его словам, надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит. В общем, вот такая информация. Ну, говорят, что-то с Путиным скоро случится. Все ждут дату 19 декабря. Говорит, что-то с ним будет. Так что, говорят, ему месяц остался, такая информация. Ну, посмотрим. Не знаю, может сплетни, может и правда. Но что он нездорово выглядит, это уже точно многие заметили. Говорю, вот, уже руки прямо как парализованные, его всего трясет. В общем, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.